Снова здравствуйте! Предлагаю сегодня рассмотреть построение выкройки рукава реглан прямого, свободного, объемного по наклону плеча на соответствующей по свободе, объему, базе торса для вточного рукава. Изделие получается свободное, объемное, без подчеркивания фигуры, линии прямые. Глубина проймы больше минимальной, углублена. Выточки плеча нет, так как нет подчеркивания фигуры. Ширина раствора нагрудной выточки уменьшена от максимальной по замеру фигуры. Соответственно, для начала поднимается на несколько миллиметров основание горловины. И в зависимости от того, легкое это изделие, либо верхняя одежда, переносится плечо наперед. И по этим точкам, как было указано, в теоретической части строится горловина более спрямленной плавной линией, и она становится чуть шире, чем была изначально. Зная свой параметр высоты оката рукава, его можно увеличить процентов на 10, взяв наклон плеча как основу начала построения рукава. Нужно просто продлить эту линию. Можно построить рукав длиной до запястья. То есть от точки, где было окончание плеча, отложить длину рукава, обозначив точку высоты оката. Строю исключительно на глаз. Так как это широкий свободный рукав, то обычно окат небольшой. Итак, есть точка окончания плеча, высота оката рукава, длина руки до запястья. Линия низа строится под прямым углом к точке окончания рукава. Дальше мы понимаем, что у нас есть линия центра рукава, линия ширины низа рукава. Обычно в свободных изделиях ширина рукава по низу делится соотношением ширина низа пополам плюс 1 сантиметр. Если, допустим, у вас в свободном рукаве сантиметров 30 ширина низа, то пополам это 15, плюс 1 к спинке, значит, будет 16, к полочке пойдет 14 сантиметров. Зная высоту оката, мы понимаем, какая у нас будет ширина рукава на уровне проймы. Классически считается от 0 до 7 сантиметров. В среднем это 3-4 сантиметра начало проймы новой. То есть от точки основания шеи новой, последней нашей, мы отступаем по линии горловины вниз 3-4 сантиметра. Ну а так по модели. На пройме нам нужен только низ от контрольной точки. Линия проймы, она строится на глаз по желанию, по спрямленности, расширенности образа спины. Но направляющие это примерно касательные. Линия должна не иметь острых углов, достаточно спрямленной быть, немного округлой, переходящей из одного участка в другой. То есть мы отметили 3-4 сантиметра, допустим, по горловине. Прокладываем прямую линию и понимаем, что она может спокойно пройти. Но вот контур спины получающийся, достаточно ли он по ширине во всех своих участках? Может быть, нужно более какой-то повыше, пониже. Для того, чтобы провести вот эту округлую линию, надо всего лишь разделить данный участок, отрезок, который сейчас обозначен карандашом, то есть от линии горловины до контрольной точки. Надо разделить его пополам и возвести перпендикуляр к этой линии. На этом перпендикуляре надо отметить точку. Обычно расстояние это до 2-3 сантиметров. Оно влияет на крутизну изгиба линии проймы. Между этими точками надо плавной спокойной линией соединить эти точки. И смотрите уже на конечный вариант проймы. Подходит ли она, достаточно ли она по красоте линий. По сути, это для широкого свободного рукава по наклону плеча, это и линия проймы для торса, и линия оката для рукава. Наметили линию
начало проймы на горловине, соединили прямой линией с контрольной точкой изначальной на пройме, разделили пополам, по перпендикуляру от нее вверх отложили до 2-3 см, плавной линией соединили эти точки. Линия ширины рукава приходит под прямым углом к линии центра рукава, к точке высоты оката рукава, отложенной от конца плеча. Высота оката рукава. Ширина рукава приходит под прямым углом к линии высоты оката рукава. Подсказкой для нанесения линии ширины рукава, проходящей под прямым углом к линии центра рукава, является угол ширины проймы и глубины проймы. Для легких изделий это всегда, для верхней одежды эта линия может немного сюда смещаться. Не могу сказать точного обоснования данного процесса, но это уже техника, которая должна быть, главное, понятна. Если мы понимаем, как строить линии, что за что здесь отвечает, то смещение куда-то уже не так сильно сыграет роль для нас. Главное, чтобы мы понимали, что куда откладывать. Итак, центр рукава. Ширина рукава на уровне проймы под прямым углом к линии высоты оката рукава. Чертим прямую линию. Окончание этой линии расположено на расстоянии. Если это у нас общая линия, разделяющая на два фрагмента, а это участок, совпадающий по длине и кривизне вот от этой точки, соответственно, от этой точки мы откладываем кривизну и длину вот этого участка, но уже вот на эту линию. Сначала мы откладываем просто длину аккуратненько, так, чтобы линейка пересеклась на нужном участке с этой линией. И теперь вот на этом участке мы должны повторить контур вот этой изогнутой линии. Обычно широкий рукав имеет параллельные линии верхнюю и нижнюю, но смотрите сами по своим цифрам, как у вас получается. Действительно ли вам подходит такой прямой широкий рукав по наклону. Линия низа прямая. По сути, мы с вами построили рукав. Продлили плечо. От конца плеча отложили высоту оката. Под прямым углом провели к ней линию. Она прошла через угол. Начертили на расстояние от контрольной точки до конца проймы на эту линию. Соединили получающиеся у нас точки. Вот и все. Спинка рукава готова. Отмечаю цветным маркером. Этот участок, он один и для спинки, и для рукава. Никаких выточек между двумя частями на рукаве не будет. Рукав свободный, прямой, широкий. Тот же принцип на самом деле действует и для передней половинки. 3-4 сантиметра классически мы отмечаем на линии горловины, начало проймы. К контрольной точке проводим прямую линию. На ее середине отмечаем точку, от которой мы возведем отступ. Примерно так же, где-то 2 сантиметра максимально, 2-3, не больше. Лучше даже 2 брать. Спинка, она просто более широкая, перед он сам по себе и так более оформленный. Проводим через эти точки плавно линию. Когда мы переносили плечо по спинке, мы снимали это расстояние спереди. Представим себе, что это уже перенесенное плечо. Когда мы снимали спереди, это означало, что мы здесь нарастили, а здесь этот фрагмент сняли. Вот наше плечо по наклону готовое. Мы высоту оката рукава смотрим по спинке, смотрим длину рукава. Хотя мы их строили уже, зная высоту оката рукава. Также ширина рукава
на уровне проймы проходит под прямым углом к точке высоты оката рукава. И у нас есть точка окончания плеча. У нас есть высота оката рукава. Мы ее строили по своим замерам, но она совпадает с плечевой частью спинки. Также под прямым углом чертим линию низа. Параллельно здесь у нас цифра 16-14, это я для примера брала, чтобы рассказать расчет. Как-то вот так она у нас будет. Также мы продлеваем через прямой угол ширину низа. Точно такое же расстояние от контрольной точки до окончания проймы мы откладываем на линию по прямой, сначала замерив. До глаз черчу, но примерно совпадает. Наметив вспомогательную линию, мы кривизну линии повторяем полностью отсюда, потому что они у нас должны совпасть. Соединяем линии низа рукава. Повторюсь, в прямом рукаве обычно это параллельные линии. В общем-то все. Центр рукава нарисовали, под прямым углом к точке высоты оката рукава возвели прямой угол ширины рукава на уровне проймы. Соединили линии. Вот и все. Теперь этот участок горловины принадлежит рукаву. Широкий свободный рукав по наклону плеча у нас готов. Если у вас не было понимания, какая вам нужна высота оката рукава для данного рукава, если вам больше в приоритете была ширина рукава, то, продлевая по прямой линию плеча, через перекресток линии ширины проймы и глубины проймы, просто под прямым углом подводится линия, и от точки, как обычно, контрольной, длина до конца проймы прокладывается на эту линию. То есть высота оката рукава, она становится второстепенной. Она зависит от ширины рукава. И вот для этого случая я и говорила, что мы высоту оката рукава берем со спинки, когда чертим перед. Вот такой несложный рукав строится на торсе, и никакого вточного рукава, совмещения каких-то кусочков, вымерения, чего-то здесь не надо. Следующий совет больше подходит для малообъемных изделий или когда выточка еще играет роль. Если ширина рукава на уровне проймы приходит под прямым углом к линии верхнего среза рукава, но расстояние до конца плеча не соответствует высоте оката рукава по спинке, регулируя ширину раствора нагрудной выточки, можно регулировать высоту оката рукава, так как она влияет на наклон верхней части изделия. Можно либо саму выточку менять по ширине, потому что это все-таки подбираемый параметр для свободных изделий по модели, по вкусу. Либо можно часть нагрудной выточки переносить к некоторым другим модельным линиям, например, к талии для расширения, и тогда нагрудная часть получит меньше ширины раствора выточки, тем самым плечо получит меньший наклон, и высота оката рукава будет другой. Меньшей, соответственно, увеличивая нагрудную выточку. Если, например, часть была переведена в другое место, можно немного вернуть. Либо, если она была уменьшена предположительно на какое-то количество, можно немного вернуть, увеличив выточку, тем самым увеличив наклон плеча и увеличив высоту оката рукава, чтобы она больше подходила для этого параметра по спинке. До скорых новых встреч в следующих частях построения реглана.